Добрый день, меня зовут доктор Лобашов, и я сегодня расскажу вам про сколиоз. Основные мифы, как лечить, как выявлять, годность к армии и другие актуальные вопросы, которые сегодня нам известны на 2024 год. Итак, актуальность. Почему данная тема триггерит людей? Очень много приходит ко мне на прием людей с жалобами на то, что у их ребенка надо выявить или вылечить сколиоз, большая обеспокоенность. И посмотрите, по распространенности заболевает от 1 до 10% детей. Дело в том, что сколиоз известен еще со времен Гиппократа, а термин сколиоз предложил Гален, из греческого это переводится как кривой. Сколиоз – это трехмерная деформация позвоночника. Происходит не просто отклонение позвоночника в бок, а это как спираль ДНК закручивается по спирали позвоночник. Степень сколиоза, она определяется рентгенологически. Вот парадокс. Трехмерная деформация определяется по плоскостному исследованию как рентген, но никуда от этого не уйдем. И на сегодняшний день есть такая развилка. Всемирное общество лечения сколиоза, и во всем мире принято, что сколиоз является искривлением больше 10 градусов, а российская классификация по Чаклину говорит, что уже деформация 1 градус это является сколиоз первой степени. Поэтому такая большая разница в статистике, потому что одни работают по международным стандартам. Вот в клинике КИТО мы всегда пациентов лечим так, как лечат за рубежом. И так, как лечили в Советском Союзе, у нас у каждого 10-го ребенка выявляется сколиоз. Хотя на самом деле распространенность не такая высокая. И переживать по этому поводу я бы сильно не рекомендовал, если, конечно же, у вас диагноз еще не подтвержден, а просто вы смотрите на асимметрию вашего ребенка. Так вот, мы сейчас поговорили про почему в одних ситуациях 1%, почему во вторых 10% выявляется сколиоза. Просто здесь определенная разница. Причины сколиоза. На картинке показана картина с мальчиком, у которого есть разрез на нижней части спины. Это, скорее всего, была липома, кардиостимулятор, то есть это, скорее всего, нейрогенный сколиоз, который развился параллельно или вследствие какой-то нейрогенной проблемы. То есть это может быть липома, может быть опухоль, может быть спина бифида, ДЦП и прочие проблемы. Сколиоз бывает врожденный. Врожденный сколиоз появляется на фоне аномалии строения позвонков. Они, как правило, либо сращены, либо недозреты, отсутствуют части позвонков. Как правило, сопровождается аномалиями внутренних органов. Идиопатический сколиоз – это вот самая частая причина сколиоза. То есть ребенок растет и по мгновению одного щелчка у него начинает скручиваться позвоночник. О нем мы сегодня и побольше поговорим. И также есть функциональный сколиоз. То есть у ребенка или у взрослого человека есть укорочение одной из конечностей или разность длины ног, и организм подстраивается под вот это вот положение. Либо функциональный сколиоз может быть вызван какими-то проблемами со стороны суставов нижних конечностей. Диагностика сколиоза – это разное положение уровня плеч или асимметричное положение плеча, выпирание. Это разный уровень подвздошных костей на бедрах. Это асимметричное выпирание ребер. Это положительный тест Адамса, когда руки складываются вперед, посередине располагаются и производится наклон на 90 градусов вниз. Когда происходит наклон, как раз мы смотрим симметричность грудной клетки. Сколиоз сопровождается поворотом позвонков, поэтому ребра будут асимметрично выпирать при данном признаке. Боль не является характерным признаком для сколиоза. Многие обращаются со сколиозом, с подозрением на сколиоз из-за того, что болит спина. Сколиоз не равно боль. Это надо понять, потому что болевой синдром он встречается с такой же частотой у тех людей, у которых нет никакой деформации позвоночника. Итак, мы узнали про то, что выполняется рентген. На самом деле есть такое исследование, как топограмма или телерентгенограмма, когда сшивается рентген. Это очень удобный метод исследования, потому что можно отснять человека от кончика пальцев до макушки головы и, соответственно, посмотреть, из-за чего все-таки произошло искривление, за счет разной величинности ног или за счет скручивания позвоночника. На моем опыте чаще всего это встречается скручивание позвонков. На рентгене мы видим, что остистые отростки, они расположены несимметрично и выявляется 1, 2 или даже 3, различается еще шейная дуга искривления позвоночника.
Рентген делается лежа и стоя для того, чтобы определить, насколько большая подвижность позвонков. То есть рентген – это простой, дешевый и достаточно показательный в диагностике сколиоза. То есть если мы изготавливаем корсет или если мы проводим наблюдение за пациентами, проще всего нам выполнить рентген. Потому как МРТ выполняется около часа, РКТ имеет большую лучевую нагрузку, и тот и другой метод мы используем как дополнительные методы исследования в случаях, если мы подготавливаемся к операции, либо мы, например, подозреваем еще какой-то опухолевый процесс, да, то есть МРТ покажет нам, есть ли у нас какие-то изменения в позвоночнике. Как не допустить сколиоза? Исходя из того, что я сказал, не допустить сколиоза фактически невозможно. То есть если это врожденный сколиоз, он уже допущен при рождении. Если это идиопатический сколиоз, идиопатический — это значит, что он не имеет какой-то причины, то есть его предотвратить нельзя. То есть если гены активны, то, соответственно, это будет дальше развиваться. Но вы можете не допустить прогрессирования сколиоза. Для этого вы можете самостоятельно, или подозреваете у своего ребенка, например, развитие деформации, что-то он какой-то кривой стал, голова сместилась относительно середины тела, вы можете выполнять фотоконтроль спины. Как на фотографии делаете фотографию сзади, фотографию сбоку и повторяете эти снимки раз в 6 месяцев. Если это действительно сколиоз, то вы существенно увидите изменения. Также помимо фотоконтроля спины можно фотографировать тест Адамса, когда человек наклоняется вперед, и проведение рентгена спины стоя лежа один раз в год. В некоторых ситуациях, когда мы выявили уже сколиоз и проводим лечение, для того, чтобы оценить свою эффективность, мы можем проводить и рентгеновские снимки каждые 2-3 месяца. Стоит ли бояться сколиоза? Такая немножко веселая картинка, да, и хотелось бы свое слово здесь вставить, что распространенность около 1%. Тяжелые деформации встречаются среди всего этого многообразия в 10% от этого 1%. Это поддается лечению в большинстве случаев. 90% можно эффективно пролечить консервативно, без операций. И болевой синдром отсутствует. И зачем напрягаться и нервничать, если предотвратить развитие сколиоза невозможно? Такой распространенный миф, что сколиоз можно вылечить плаванием. И раньше рекомендовали заниматься плаванием, отправлять в бассейн для того, чтобы вылечить сколиоз. Хотя специально подготовил картинки, где рыбы имеют различные степени сколиоза, что те животные, которые всю жизнь проводят в воде, тоже имеют сколиоз. Сколиоз — это не мышечная проблема, она не развивается за счет слабости мышц, она развивается за счет изменения структуры связок, которые происходят непонятно по каким причинам. Я думаю, что есть целый перечень генов, которые отвечают за это. И эти гены, они активны в определенный период. Как правило, страдают подростки. Чем раньше начинает прогрессировать сколиоз, тем он хуже. Не тратьте время. Плавание вы можете использовать для того, чтобы быстро плавать, для того, чтобы общеукрепляющие, действия производить, для того, чтобы человек был в комьюнити, да, там, с пловцами общался, там, с другими ребятами. Изолировать ребенка не надо. Но если у вас есть сколиоз, не стоит с надеждой какой-то идти на плавание, стоит, чтобы исправить вам эту вашу деформацию. Также не питайте иллюзий в отношении того, что бассейн и плавание вам уменьшит болевой синдром. Немцы провели исследование, которое выявило одинаковую частоту встречаемости болевого синдрома в спине, как у пловцов, так и у непловцов. Можно увеличить выносливость, силу мышц и улучшить социализацию ребенка за счет хождения на плавание, но не исправить деформацию. Сядь криво, а то у тебя разовьется сколиоз. Еще один миф. Кривое сидение, оно не влияет на развитие сколиоза. Но если ребенок криво сидит и у него есть сколиоз, и он продолжает сидеть криво и еще сильнее дальше кривиться, это может явиться усугубляющим фактором. Противоположность этому — методики, которые укрепляют сколиоз, они говорят о том, что надо стараться выгибаться в противоположную сторону от той, которая привела к развитию деформации. Также есть методы коррекции сколиоза при сидении, когда под одну часть ягодицы подкладывают валик, дают или палочку, или просто заставляют тянуться в другую сторону. Сколиоз не разовьется от того, что ребенок криво сидит. Но при лечении можно использовать те методики, которые позволяют более ровно сидеть и использовать силу гравитации для лечения сколиоза. Сколиоз и боль. Боль — это, как я уже говорил, не является характерным признаком, встречается не реже, чем у обычных людей.
и отмечено уменьшение болевого синдрома после выполнения упражнений. Упражнения могут быть как специфические, так и неспецифические. Специфические упражнения, они асимметричные, используются исходя из рентгенологической картины упражнений. Неспецифические упражнения – это те, которые мы используем для обычных людей, не испытывающих деформацию. То есть здесь упражнение также имеет место быть. При сколиозе может развиться грыжа, может не развиться межпозвоночная грыжа, которая сдавливает корешки спинного мозга. Вот эти вот. И также фасеточный болевой синдром, артроз вот этих вот у нас мелких суставов позвоночника также может привести к сдавлению корешков спинного мозга и возникновению болей. То есть тактика, она такая же, как и у обычных людей. Сколиоз и армия. Здесь у нас есть определенные двойные стандарты. Дело в том, что рекомендации, документативная, нормативная база, она меняется регулярно. Поэтому вот начнем с конца, то есть надо смотреть нормативные документы. На сегодняшний день из той информации, которую я успел добыть, то есть это приказ от 2024 года, есть ограничения по военной службе 3-й степени сколиоза и негодность 4-й степени. Это на минуточку деформация выше 50 градусов. 50 градусов – это достаточно много. До 17 градусов искривления позвоночника на рентгенограмме является показанием к военной службе. Также отсрочка можно получить при установке металлоконструкций вследствие хирургического лечения. Об этом чуть попозже говорим. Ну и, соответственно, негодны люди, которые имеют инвалидность 1-2 группы, то есть не способны к самообслуживанию и самостоятельной жизни. Резюмируя, могу сказать, что несмотря на вот эти вот рекомендации, несмотря на эту информацию, все остается зависеть от врачебной комиссии, которую вы будете проходить при своем военкомате. И несмотря на вот эти вот данные, может быть, и большие углы будут считаться уже годными к военной службе. Это уже на усмотрение экспертов. Классификация. Выделяет много классификаций, они идут по степени. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, то есть разные степени сколиоза. Здесь вот я упомянул Чаплина, я упомянул СОСОРТ, Всемирное общество лечения сколиоза. Есть другие классификации, различают по прогрессированию. Среди прогрессирования это не прогрессирующий сколиоз, небольшое искривление, которое никуда не развивается. И наоборот, злокачественный сколиоз, который очень сильно деформируется и приводит к ухудшению деформации, и даже там те же самые корсеты не настолько эффективны при его лечении. По этиологии различает, то есть бывает вот врожденный сколиоз, врожденный идиопатический, нейрогенный и функциональный. По видам бывает С-образный сколиоз, правосторонний, левосторонний, либо С-образный сколиоз. По классификации сколиоза мы используем Рига и Вейса 2008 года. Там вышла еще определенная поправка по данной классификации, так как мы используем комплексный подход, это упражнение и корсет, и исходя из этого, это мы сейчас представили А, Б, С, формы, но еще у нас есть по возрастам, в каком возрасте какой тип сколиоза, и исходя из этой таблицы мы видим прогноз, и соответственно можем комбинировать методы, где-то говорить про то, что это приведет к большим деформациям, а где-то это может привести к небольшим деформациям. То есть это вот как раз специалисты по сколиозу чаще ее используют. Лечение. Есть такое противопоставление, то есть некоторые специалисты ЛФК говорят, что не надо не оперировать, не надо не носить корсеты, только давайте упражнения, более функциональные результаты. Я считаю, это не совсем правильно, все-таки должна быть определенная разумность. Если страдают внутренние органы, почему бы и не прооперировать. Если корсеты помогают, то можно уменьшить объем ЛФК за счет ношения корсетов. И самые распространенные методики, которые используются при упражнениях, это СИАС, Италия, то есть сборник упражнений, которые показали свою эффективность. Шрот, Катарина Шрот в Германии придумал дыхательную гимнастику и получил наиболее широкое применение. Дальше лионский подход во Франции, он заключается в комбинации упражнений, растяжек, как раз постуральных изменений, как правильно сидеть, как правильно ходить, и также использование корсетирования и полужестких повязок. ФИЦ, Польша, боковое смещение, Англия. Дебамед, Польша, функциональные паттерны в США. Американцы, как обычно, выделились, они придумали методику, которая помогает абсолютно при всех нозологиях, и в том числе при сколиозе. И
Особенность этого метода, что они тренируют позвоночник во время движения. Йога-терапия. Йога-терапевтами разработаны специальные протоколы, за основу которых взяты как традиционные упражнения, так и частично заимствованы какие-то приемы из вышеупомянутых методик. Специализированные растяжки, то есть мы говорим про то, что если вы знаете, где какие дуги искривления, можно проводить изолированные растяжки позвоночника. Это можно проводить как самостоятельно, так и при помощи специалистов ЛФК, так и при помощи массажистов, остеопатов, мануальных терапевтов и так далее. Ну и, соответственно, самоконтроль осанки. Психологически очень важно понимать, в какую сторону природа вас загибает и, соответственно, двигаться против этого направления. Как вот показано на рисунке. То есть они специально встают на колено, чтобы противостоять силам гравитации. Брейсы, корсеты. Существуют дневные корсеты и ночные корсеты. Ночной корсет, так называемый шино, изначально был рекомендован для ношения на время сна. Сейчас в рекомендациях указано, что его надо носить до 18 часов в день. Также существует леонский арт-брейс, бостонский корсет, ну и дневной корсет в Японии. Они помогают растянуть связки, они помогают совершить прием разворота позвонков и в комплексной терапии используется при искривлении углов свыше 15 градусов. Специализированные упражнения, они используются уже там свыше 10 градусов, да, если мы видим, что это уже сколиоз. Хирургическое лечение включает в себя фиксирующие и растущие конструкции. Фиксирующие конструкции, это называется спондилодез. Они не растут, эти конструкции, они жестко фиксируют позвоночник, движения исключены. Растущие конструкции, они могут давать определенный объем движений, но только в одной плоскости и на небольших амплитудах. Эффективность растущих конструкций сегодня крайне дискутабельная, поэтому чаще всего используют стабильные конструкции, и при росте ребенка просто удаляется старая конструкция и устанавливается новая. Неэффективные методы лечения. К ним относится массаж. Массаж – это, конечно, на сегодняшний день широкое такое представление. То есть, если мы говорим про классическое поглаживание, растирание, разминание, вибрация, они неэффективны действительно при настоящем сколиозе, когда у нас повреждены связки. Может массаж использоваться для уменьшения болевого синдрома в комплексной терапии, но это исключительные случаи, то есть это не наша рекомендация, это вот уже лечение симптоматики, которая возникла в процессе лечения. Физиолечение. Невозможно закачать мышцы, растянуть связки при помощи физиолечения. То есть опять-таки, если испытываем боль, можно что-то использовать. А так миостимуляция, электрофорезы, магниты, прочие препараты. Ударно-волновая терапия, они не способны исправить эту деформацию. Прогревание, я имею в виду парафин, методы физиолечения, они также не способствуют исправлению деформации, хотя и могут как-то вот психологически влиять на людей, что это они чувствуют. Мази также могут использоваться при уменьшении болевого синдрома, хотя на боли пациенты со сколиозом, как правило, не жалуются. Курортно-санаторное лечение, где используется грязь, также не влияет на развитие, прогрессирование и лечение сколиоза. Поэтому не торопитесь ехать в абы какой санаторий, если это не специализированный санаторий, в котором специализация лечения сколиоза, потому что вот я говорил про корсет Шино, то есть сам Шино, он жил в Евпатории. И на базе санатория сейчас одна из самых мощных школ в Европе, потому что там климат ему подходил для здоровья. Вытяжки. Вытяжки использовались со времен Галена, Гиппократа, с древности, с Египта, может быть, даже еще. Показаны картинки, то есть это не специфические вытяжки. То есть не когда мы силой давления противопоставляем деформацию, а просто вытягивание по оси за шею, предплечья. Если сверху тянем или если снизу, то за ноги. Такая вытяжка, она не специфична, она не растягивает именно те связки, которые участвуют в сколиозе, и поэтому оно неэффективно. Поэтому не старайтесь придумывать какие-то устройства. Я лично видел, как отец пациентки придумал такую же вот конструкцию, которая помогала вытягивать ребенка, и это что-то было из разряда пыток. Спасибо за внимание. Теперь вы знаете максимально все о сколиозе, что представлено в интернете. Это не такая страшная проблема, как они расписывают. Она вполне поддается лечению. Необходимо приложить усилия и использовать эффективные методы и отказаться от неэффективных методов, чтобы получить максимально допустимый результат.